Куско, Перу, 3400 метров над уровнем моря. Город с полумиллионным населением и столица древней империи инков. Куско – это также центр большого высокогорного региона, где испокон веку живут люди со своим языком и традициями, и где горы поражают невероятными пейзажами. Самая высокая в регионе Куско – гора Аусангате, шестая по величине в перуанских Андах. Для сравнения, Монблан – высочайшая альпийская вершина на целых 1,5 километра ниже. В Альпах выше 3500 метров начинается зона вечных снегов, где круглый год катаются на лыжах, а в Перу на таких высотах сажают картошку. Деревня Пакчанта у подножья Аусангате. Климат высокогорья очень суров, сильный ультрафиолет, разреженный воздух и холод. Поэтому выживают здесь только те, у кого есть шуба. Главное занятие местных жителей – выращивание альпак и изготовление изделий из их шерсти. О своем стаде альпак на языке кечуа рассказывает сеньора Себастьяна. Стригут альпак раз в год, а для изделий ручной работы только раз в 2 года. И с них не получают молоко. Этому малышу всего месяц. Самая тонкая и мягкая шерсть называется бэби-альпака. Обычно это шерсть первой стрижки или очень тонкая шерсть альпак постарше. Это самка породы сури. У нее есть партнер такого же серого цвета. Сури – самая дорогая и редкая порода альпак с очень длинной шерстью, которая свивается в косички. В стаде есть несколько лам, которые отличаются более высоким ростом, вытянутой мордой и длинными ушами. Шерсть у лам не такая хорошая, поэтому их используют как вьючных животных, например, чтобы перевозить картошку, которую выращивает на своем поле сеньора Себастьяна. Крупную картошку мы едим сами, а мелкой кормим собак. Вот такую длинную картошку мы называем коровий язык. Кстати, Перу является родиной картофеля, и здесь выращивают 4000 сортов самого разного цвета и формы. Сеньора показала мне также свою коллекцию горных камней. В саду у нее бьет фонтан, который немного подмерз от ночных заморозков, и устроен макет горы Аусангате с 7 озерами у ее подножья. А на следующий день я отправился к этим 7 озерам верхом на лошади. Пошла, давай. Пешком на такой высоте я бы, конечно, очень быстро запыхался. А вот мой гид с КВНным именем Гусман всю дорогу бодро шагал впереди, совсем не ощущая недостатка кислорода. Гусман? Оля.
Ну а после похода хорошо искупаться в горячих источниках Пакчанты. Радужные горы Палькойя. Радужные горы образованы слоями осадочных пород различного минералогического состава. Миллионы лет назад эти слои располагались горизонтально, но мощные процессы в земной коре поставили их в вертикальное положение, будто повернули на бок кусок слоеного торта. В горах Палькойя до смотровой площадки идти всего 40 минут, но все равно на высоте почти 5000 метров кому-то может понадобиться кислородный баллон. Впрочем, от здешних пейзажей у кого угодно перехватит дыхание. Уараз – 3000 метров над уровнем моря. С одной стороны, над городом возвышаются снежные шапки белых кордильер с высочайшей вершиной Перу Уаскаран, а с другой тянется цепь черных кордильер высотой до 5000 метров, где не бывает снега и где растения приспособились к недостатку влаги и к большим перепадам температур. Пуя Раймонди или королева Анд – редчайшее растение, которое произрастает в белых и в черных кордильерах на высоте до 4800 метров. Раз в 100 лет пуя выбрасывает огромное соцветие 8-метровой высоты, которое после цветения высыхает и чернеет, а растение погибает. В горах вокруг Уараза есть множество пешеходных троп и прекрасных горных озер. Самая популярная из них – Лагуна 69 на высоте 4604 метра над уровнем моря. К озеру ведет красивая тропа длиной 7 километров с перепадом высот 800 метров. Последний участок пути особенно труден, так как легким не хватает воздуха, но зато в конце вас ждет самое красивое озеро Перу.
И, наконец, еще одно изумительно синее озеро на высоте 4450 метров – лагуна 513, названная по номеру ледника в Белых Кордильерах, который ее питает. Длина тропы к озеру 7 километров, перепад высот 860 метров. Лагуну 513 не рекламируют в туристических буклетах, и за весь день я не встретил ни одной живой души. Только несколько коров, которые явно не страдали горной болезнью. На полпути есть небольшое изумрудное озеро, в котором, как в зеркале, отражаются скалы. Еще около 2 часов подъема, и вы у цели. Поход к лагуне 513, как и каждый высотный поход в Перу, был испытанием себя на прочность. Но именно здесь, у самого порога ледников, я почувствовал величие этих гор.